down here. It's good for me. Доброе утро. Slava Bogu. I'm glad to be with you today. Рад быть сегодня с вами. And I told Andrews to say whatever he wanted to say today. Я сказал Андрею, чтобы говорил, что хочет. I won't know what he says. Я все равно не знаю, что он там говорит. Did you see all of this up here today? Видели все здесь впереди, вот это? All the food, the vegetables, Всю еду, все овощи and all the special singing. и особое пение. And do you know why it's up here? И вы знаете, почему сегодня мы все это видим? Because of grace. Да. What are we celebrating today? Что мы сегодня празднуем? Harvest Day, Thanksgiving Day. Mm-hmm. And in many ways, Harvest Day is almost every day now, isn't it? И во многих отношениях можно сказать, что у нас сейчас каждый день день урожая. Hundreds of years ago, this was a very special time. 100 лет тому назад это время было особенное. Because you would grow your food in the summer and then harvest it in the fall. Сотни лет тому назад люди летом выращивали еду, потом осенью собирали ее. And that was it. И все. No more supermarket. Никаких супермаркетов. No magazine. Магазинов. That's all you had. Вот все, что у вас было, то, что вы вырастили. And so if the food was big, it was a great time. И поэтому, если урожай большой, здорово. Now in the modern world, sometimes we can forget how important the food is that God gives us. А в современном мире мы можем забывать иногда, насколько важна вот та пища, которую Бог нам дает. Because even in the winter time we can have vegetables. Потому что даже зимой мы можем пойти купить овощи. They may be expensive, может быть, дороже, but we can have them. Но они есть. And so at this time on this day, и поэтому именно в это время и сегодня we have to think a little more about what it means to be thankful for what we have. Нам нужно особенно задуматься над значением благодарности. Что значит быть благодарными за то, что у нас есть? And this is because it's not so obvious anymore. И нам нужно напрячься для этого, потому что сегодня для нас это не так очевидно. So we're going to take a look at a passage in the Bible. Поэтому мы обратимся к отрывку в Библии. Do you have a Bible? Есть у вас Библия? Would you get it, please? Пожалуйста, доставайте. We're going to look at Psalm 35 or 33. Псалом 33 мы посмотрим. Okay, Andrews is going to read to us the first 11 verses. Я прочитаю первые 11 стихов. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Аминь. How many of you are mothers in this room? Кто из вас, присутствующих здесь, является мамами, матерями? Okay, I have to ask all of you a question. Я всем вам хочу задать вопрос. Did anyone have a baby who on the first day told you thank you? У кого из вас был ребенок, который в первый же день сказал вам спасибо? Нет? Day 2? На второй день? Day 3? На третий? 3 months? Через 3 месяца? Of course not. Конечно, нет. Now, let me ask the mothers again. Еще раз матерям задам вопрос. How many of you had a baby? У кого из вас был ребенок? And on the first day the baby said, "Give me."
И ребенок, который в первый же день сказал «дай мне». Da-da, da-da. They did not know the words, Да, они слова, может быть, эти не могут but they сказать, knew how to ask for things, но didn't they? по-своему они попросили. Uh-huh. Even when we don't know the language, we can ask for things. Даже не зная языка, мы умеем просить. That's something that's very natural for little children. Это для детей естественно. They are not born saying thank you. Они рождаются, не умея говорить спасибо. How many of you have teenagers? У кого из вас есть подростки, дети-подростки? Good. How many of them naturally say thank you? А как многие из них, естественно, выражают благодарность, благодарят? Only if you taught them to do this. Только в том случае, если вы их научили этому. And the same is true for adults. И то же самое справедливо в отношении взрослых. Saying thank you is just not something that's natural to us. Говорить спасибо неестественно для людей. We have to learn how to do it. Нам нужно научиться And этому. that's not just true of human relationships. И это касается не только человеческих отношений. It's also true of saying thank you to God. Это справедливо и по поводу благодарности Богу. It just does not come naturally. Это не приходит нам естественно. If you are a follower of Jesus, Если вы последователь Иисуса, then you will agree with me that you have plenty to be thankful for. то вы согласны со мной, что нам много есть за что благодарить Его. And a special day like today just reminds us of this. И такой особый день, как сегодня, напоминает нам об этом. But at the same time, Но в то же время it's just not natural. это для нас неестественно. And so just like little children, Так же, как и маленькие дети, if we want to say thank you, если мы хотим we поблагодарить, have to learn how to do it. нам нужно научиться, как это делать. And this psalm that we just read И этот псалом, который мы только что is a прочли, great example of how to say thank you to God это прекрасный пример благодарности Богу, when you are ready to do it. когда вы готовы к этому. Maybe that's today. Может быть, это сегодня. If your children were up here singing, Если ваши дети сегодня здесь you пели, should be thankful. вам есть за что благодарить. Maybe there's something else in your life that you should be thankful for. Может быть, в вашей жизни есть другие вещи, за которые вы должны быть благодарны. Or maybe right now things are so bad you just can't think of anything to be thankful for. А может быть, сегодня у вас все так плохо, что вы даже не можете понять, за что же благодарить. Well, wherever you are in life today, Но в какой бы ситуации сегодня вы ни we находились, all need to be ready to say thank you at the right time. мы всегда должны быть готовы благодарить Бога вовремя. And this psalm can teach us how. И этот псалом может научить нас, как это делать. The first part of this psalm starts with the heart, Первая часть этого псалма начинается с сердца, because saying thank you begins inside of you. потому что благодарность, высказанная благодарность начинается внутри. It begins with an attitude, Начинается все с отношения, an outlook on life. с взгляда на жизнь. Listen to the second through the fourth verse. Послушайте стихи со 2 по 4. Your verse 2. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Verse 3 and 4. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Now, sometimes we read those verses in church from the Bible, Иногда мы в церкви читаем эти стихи из Библии, and we read them like Andre just read them. и читаем их так, как Андрей только что прочел. I will extol the Lord at all times. Да? And so we can miss the heart of this man. И мы при этом можем упустить наше внимание может ускользнуть, с каким отношением человек это писал. But let's remember what he says here. Давайте вспомним, что он здесь говорит. I'm going to talk all the time. Я буду постоянно говорить об I этом. can't stop talking about this. Не могу перестать об этом говорить. And it's not just enough for me to talk about it. И мне недостаточно просто самому говорить об I этом. want other people to hear about this too. Я хочу, чтобы другие люди слышали об And I этом. want them to talk about it too. И хочу, чтобы они тоже говорили об Now, этом. what kind of attitude is that? Как можно охарактеризовать такое отношение? This man is excited about something.
Этот человек радостно радуется, восторгается чем-то. You know what it's like Вы знаете, как это when бывает. something really good happens in your life Когда что-то очень хорошее происходит в вашей жизни, and everyone around you starts saying to themselves this. и все ваши окружающие думают, When will she stop talking about that? ну сколько можно уже, когда она уже перестанет говорить об этом? You know what it's like Вы знаете, как это when бывает. something has happened in your life Когда что-то происходит в вашей жизни, and you want other people to know about it. и вы хотите поделиться с другими об этом. Just like that little girl wants you to know about it. Вот как эта маленькая девочка хочет, чтобы все знали о ее But переживаниях. she's just not happy. Но у нее сейчас несчастливое переживание. Men often talk about football that way, Мужчины иногда так говорят о футболе. don't they, sisters? Не правда ли, сестры? They'll talk about that great kick. Вот про тот самый удар прекрасный. And how many times will they talk about it? И как много раз они могут о нем Just говорить? once? Один раз? Yet, over and over and over and over again. Снова и снова они говорят об этом. And mothers and grandmothers are always talking about their children and grandchildren. А мамы и бабушки постоянно говорят о своих детях и she's- внуках. Oh, my granddaughter's so cute. О, моя внучка me такая tell you what she хорошенькая. did. Вот я вам расскажу, что она сделала. Stop telling me. Stop telling me. Да хватит уже, сколько можно. But you know what's going on inside of their hearts. Но мы понимаем, что происходит в их сердце. They are excited about something. Они в восторге от чего-то. Now think about life Подумайте о жизни, and how we normally respond to it. о том, как мы обычно реагируем на происходящее. Usually we can go through a whole day and just not notice that anything particularly is good. Бывает, или обычно мы можем день прожить и не обратить особого внимания на что-то хорошее. Nothing to get excited about. Ну, ничего особенного не Nothing to происходит. talk to people about. Ну, тут о чем тут говорить? Ну, When your не о чем when your рассказывать. children come home from school Дети приходят из школы домой. and you ask them, how was school today? Вы спрашиваете, ну как школа прошла? What do they say? Что они говорят? Нормально, нормально, нормально. Да? Anything good happen? Произошло ли что-нибудь хорошее? Нет, нормально. Нет, нормально. Well, that's the way adults are too. Но и взрослые с таким же отношением живут. But once in a while, something happens. Но время от времени происходит нечто. Don't know what it is exactly, Ну, не знаю, что именно, but it opens our eyes. но нечто такое, что открывает нам глаза. It can be something very good or something very bad. Или что-то плохое, или что-то очень хорошее. I've heard people tell me this. Я слышал от людей такое. I was in the hospital, Я был в больнице and I came out of the hospital, и вышел оттуда. and I noticed that the sun was rising. И я заметил, что солнце всходит. It'd been rising every day, Оно всходило каждый день до but этого. today I noticed it. Но сегодня я это заметил. I heard that song being sung. Я услышал такую-то песню. I heard the birds. Услышал птичек. I noticed the leaves in the trees. Заметил листики на деревьях. Now, nothing changed on the outside. Снаружи ничего не изменилось. It was a change on the inside. Изменение произошло внутри. There's an old Italian song Есть старая итальянская песня, that says this. в которой говорится: When the moon in the sky когда луна и небеса looks like a big pizza pie, выглядят как большая пицца, that's love. это любовь. That's amore, that's amore. Yeah? And you know what that means? И вы знаете, что это значит? Because young people go through this a lot. У молодых людей такое They бывает. fall in love, Они влюбляются, and suddenly red is very red, и вдруг красный цвет кажется очень красным, and yellow is very yellow, а желтый очень and желтым, green is very green, а зелень and очень life is зеленая, wonderful. и жизнь прекрасна. Nothing changed on the outside. Снаружи ничего не It изменилось. was a change on the inside. Изменилось отношение внутри. Now, please don't be naive about this Ну, не будьте наивными по этому поводу. and think that Jesus wants you to have a big pizza in the sky every day.
Не думайте, что Иисус хочет, чтобы вы каждый день в небе видели пиццу. That would be silly. Это было бы глупо. But at the same time, Но в то же время, once in a while, иногда, время от времени, you ought to have a heart that is grateful for what God has given you. у нас должно быть сердце, переполненное благодарностью Богу за то, что Он дает. Правда? Don't let life go by you without noticing the good things God has given. Не позволяйте себе идти по жизни, не замечая того, что Бог дает вам. Do you know who's going to be miserable if you do that? Если вы так будете относиться, знаете, кто будет несчастным? You. Вы. So once in a while, Поэтому иногда take a look откройте глаза and see that there is something good in your life и увидьте, что есть что-то благое в вашей жизни, that you just don't deserve. то, чего вы не And заслуживаете. start talking about it И начните говорить об этом. and tell other people about it, И говорите другим людям об этом. just like the psalmist. Вот так, как псалмопевец здесь. Okay. So that's where the heart is for someone who is thankful. Вот каково сердце благодарного человека. Well, let's move with this psalm and go from the heart to the mouth. Будем идти вслед за псалмом и от сердца перейдем к устам теперь. The psalmist talking about what attitude he has. That's where he starts. А псалмопевец начинает с отношения своего сердца. But then he starts saying thank you. А потом он начинает выражать, высказывать свою And благодарность. just like children need to learn how to say спасибо, Так же, как детям нужно научиться говорить спасибо спасибо, большое. Just like they need to learn how to say that, так же, как им нужно учиться you этому, and I need to learn how to say thank you to God. нам с вами тоже нужно научиться, как говорить спасибо Богу. So that if your heart is ready, Поэтому, если ваше сердце готово, your mouth will be ready also. то и ваши уста будут готовы. So let's listen to what he does. Послушаем, что он Beginning in говорит. verse 5 through 8, your 5 through 8. Стихи с 5 по 8. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». What happens in these verses we just read is something that's very common in all the Psalms. То, о чем мы читаем в этих стихах, очень обычно для всех псалмов. When you want to say thank you to God, Когда вы хотите сказать спасибо Богу, one way to do this is very simple. есть один очень простой способ сделать это. You tell the story of what He has done. Вы просто рассказываете, что Он сделал. Now, in some Psalms, the story is very long. В некоторых песнях эта история очень длинная. Look at Psalm 8:19 sometime. Например, как-нибудь прочтите 118-й псалом. But sometimes they're very short stories like here. Но иногда это коротенькие истории, как эта. And he says in verse 7, В 7 стихе он говорит, this poor man called, and he's talking about himself. он говорит о себе. «Сей нищий воззвал, And the Lord heard him, и Господь услышал and его, he saved him out of all of his troubles. и спас его от всех бед его». He had prayed about something, То есть он о чем-то молился, we don't know what, мы не знаем, о чем but he именно. was in trouble. Но у него была проблема. And when he prayed, И когда он God молился, delivered him, Господь избавил and его. he was excited about it, И он радуется об этом. and he talked about it. И он говорит об этом. He told the story. Он рассказал эту историю. I remember when my daughter had her 7th birthday. Помню, когда моей дочке исполнилось 7 лет. That was probably about 100 years ago. Это лет 100 тому назад было. She now has children of her own. Сейчас у нее уже свои дети. And it was a big birthday. Большой был день рождения. And I had spent a lot of money on this birthday И я party. много денег на него потратил.
And all day long, she had never said thank you one time. И за весь день она ни разу не сказала спасибо. So she's going to bed. И вот она уже ложится And I спать sit вечером. on the bed next to her like I used to do in those days. И как обычно в те годы я сажусь возле нее на And постельку. before we prayed for her to go to bed, И перед тем, как помолиться перед I сном, said this to her. я ей говорю: Becky, did you have a good time today? Бекки, тебе было сегодня весело? Did you like your party? Тебе понравилось день рождения? Yes. Да. That was not enough. Но этого было I недостаточно. had spent too much money. Я слишком много денег потратил I на was это. going to get more than a Я yes. хотел получить больше, чем да. So I said, well, what did you like, Becky? И поэтому я спросил: Бекки, а что тебе понравилось? Everything. Все. That was not good enough. И мне этого было мало. I had spent much too much money Слишком много денег я for потратил everything. на все. I said then to her, can you tell me some things that make you happy about what happened at your party? Я тогда спросил: ну, а можешь мне назвать, что тебе очень особенно понравилось на твоем дне рождения? And she started telling me little stories И она мне начала рассказывать какие-то, about how the Истории. boys had chased the girls как мальчики бегали за and the девочками, girls had chased the а boys девочки за and how мальчиками. she'd gotten this present И как она получила and тот how her подарок, best friend had dropped the cake on the floor. и как подружка уронила Okay. торт на пол. And she did not even realize it. И она даже не понимала, But while she was telling me those little stories, но когда она мне рассказывала вот эти маленькие she истории, was telling me thank you. это была ее благодарность мне. Понимаете? Yeah. She was telling me thank you by telling those little stories. Рассказывая вот эти примеры, она этим выражала мне And благодарность. I sat there like this. И я там вот так сидел I am a good father. и думал: да, я хороший папа. Well, see, that's what it means to tell stories to God. Вот что значит рассказывать истории Богу или о Боге. When God does something good for you, Когда Бог делает что-то хорошее для вас, I know you're probably polite enough to say thank you. я знаю, что, наверное, вы достаточно вежливы, чтобы сказать Ему спасибо. Thank you, Jesus, for all the blessings you've given to me Спасибо, Иисус, за все благословения, которые Ты мне дал, as you're falling asleep in bed. засыпая вечером. Okay, so you're polite. Вы вежливы. But now you know what to do if you want to be more than polite to God. Но теперь вы знаете, что делать, если вы хотите быть больше, чем просто вежливыми. If something really good has happened in your life, Если нечто действительно хорошее происходит в вашей жизни, then take a few minutes то потратьте несколько минут and tell him a story. и расскажите Богу историю. You can do that today. Вы можете сделать это сегодня. You can take a little walk Можете пойти на прогулку and you can say, God, и сказать: Бог, this is what happened to me yesterday, вот что со мной случилось вчера, and it was really good. и это было здорово. And you tell the story. И вы рассказываете Богу. And you might be surprised to find out И, возможно, вы удивитесь, когда обнаружите, that you're not going to run out of words. что у вас не закончатся слова. You might discover that you actually have something to say to God. Возможно, вы сами удивитесь, у вас будет что рассказать Богу. You see, if you're a follower of Jesus, Потому что если вы ученик Иисуса, you have a story. то у вас есть история. A story to tell neighbors, История, которую можно рассказывать соседям, a story to tell family members, членам семьи. a story to tell God. История, которую можно самому Богу рассказывать. Because if you love Jesus, Потому что если вы любите Иисуса, God is doing good things in your life. Бог делает благие вещи в вашей жизни. And if you talk about them, И если вы будете говорить о них, tell the story about them, рассказывайте эти истории. you will be saying thank you to him for what he's done. Это будет вашей благодарностью Ему за то, что Он делает. Can you do that for 10 minutes today? Вы могли бы сегодня 10 минут этому уделить? Just 10 minutes? Всего 10 минут. Get the kids away. Избавьтесь от детей, Get your husband away. от мужа, Get mama away. от мамы. Okay? Get everybody away.
Спрячьтесь от всех. And don't just sit there, И не просто сидите, but tell Jesus your story. но расскажите Иисусу свою историю. So we've gone from the heart Итак, мы перешли от сердца to the mouth. к устам. Now let's go one step further. А теперь сделаем еще один шаг. Life. Жизнь. Because that's where this psalmist goes. Потому что таким путем следует псалмопевец. What difference will this make? На что это повлияет? Is this just another one of those religious things we need to do just because we're supposed to do it? Может быть, это просто такой, религиозный обряд, который просто необходимо делать. I mean, how long is the list of the things we're supposed to do? Насколько длинный тот перечень вещей, которые мы обязаны делать? It's so long you can't measure it. Он такой длинный, что нельзя его измерить. So why should you do this? Зачем это нужно вообще? What will be the result? А к чему это приведет? Каким Well, результатом? listen to what happens to this man. Смотрите, что происходит с этим человеком. Beginning in verse 9 through 11. Стихи с 9 по 11. Listen to what happens after he tells his story. Смотрите, что происходит после того, как он рассказал свою историю. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Amen. Did you hear him say, taste? Слышали, как он говорит? «Вкусите». Taste and see that the Lord is good. «Вкусите и увидите, как благ Господь». You see, in Old Testament days, Знаете ли, в ветхозаветные if you времена, had something you were very thankful for, если вы были за что-то очень you благодарны, would go to the temple то вы шли в храм and you would make a sacrifice, и совершали там, приносили жертвоприношения, an offering, приносили жертву. much like these often. Нечто похожее на то, что вот здесь вот Some of the лежит. offering would be burned for God. Часть этого приношения сжигалась во славу Some of the Господа. offering would be eaten by the priest, Часть этого приношения съедали священники, and some would be eaten by you. а часть съедали сами люди, There at the temple, там в храме, in the presence of God. в присутствии Бога. This is what we do in the Lord's Supper, as a matter of fact. Кстати, то же самое мы делаем во время вечери Господней. It's one of those sacrifices from the Old Testament Это как бы ветхозаветная жертва, where you eat part of the sacrifice. когда вы съедаете часть жертвы. So when he says here, taste and see that the Lord is good, he really means it. Поэтому, когда псалмопевец пишет здесь «вкусите и увидите, как благ Господь», он именно это имеет в виду. He would go home Он после этого шел and he домой, would pick the best piece of vegetable, брал самый лучший овощ, the best loaf of bread, самый лучший кусок хлеба and bring it to the temple. и нес его в храм. And often they would gather friends around them and family around them. И часто они при этом звали своих друзей и родственников This is the best, и говорили: вот это the самое best loaf лучшее, of bread available. самый лучший хлеб, который у меня есть. Okay, everyone, you just heard my story. Друзья, вы слышали только что мою Here's историю. some food. Вот еда. Taste it. Попробуйте. You see how good it is? Правда вкусно. That tells you something. Это говорит вам о How чем-то. good God is. О том, насколько благ Господь. And they would eat it. И они ели ее, They would smell it. нюхали, They would taste it. на вкус чувствовали. And it would remind them of how wonderful God had been to them. И это напоминало им о том, как благ был к ним Господь. In fact, by telling that story and eating the food, Фактически, рассказывая эту историю и принимая эту пищу, it really had a big effect on this man's life. когда они это делали, это влияло на жизнь этого человека. Did you hear what he said in verses 10 and 11? Заметили, что он сказал в 10-11 стихах? He said, "Those who fear the Lord lack nothing." «Нет скудости у боящихся Его». Verse 11, "Those who seek the Lord lack no good thing." «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». What? Что? How realistic is that? Насколько реально это? That those who fear God lack nothing? Боящиеся Господа ни в чем не I can нуждаются? guarantee you, Могу вам гарантировать, later that night, позже, в тот же вечер, he was going to be hungry.
Он, возможно, голодал. He needed more. Ему нужно было больше. I can guarantee you Могу гарантировать, that even when you are blessed by God, что даже когда Бог there благословляет is вас, still a long list of other things you need. все равно остается длинный список разных вещей, которые вам нужны. So why does he say, I don't need anything? Как он может говорить, я ни в чем не нуждаюсь? There's nothing good I need. I have it all. Не имею нужды ни в каком благе, у меня все есть. You know why he's doing this. Вы знаете, да, что он имеет в It's виду? the same reason young people do this when they fall in love. Это причина та же самая, почему так поступают молодые люди, когда влюбляются. You know how young people do this? Знаете, как у молодых людей это бывает? Oh, sweetheart, О, дорогой или I don't милый, need anything but you. кроме тебя мне ничего не надо. If you will be with me, my life will be full. Если ты будешь со мной, моя жизнь будет полной. I don't care if you have a job. Мне не важно, будет ли у тебя I работа. don't care if we have any money. Мне не нужны деньги. I don't care if we have any food. Мне не нужна Your еда. love is sufficient for me. Твоей любви достаточно для меня. That's what they say at first. Правда, сначала они так говорят. Da. But then a week later, they find out they have to eat too. Ну, где-то через недельку они обнаруживают, что кушать тоже And нужно. somebody better get a job. И хотя бы одному из них Да. лучше бы найти работу. Okay, so why does a rational person say, I don't need anything in this world but you in my life? Как же разумный человек может говорить, ничего мне не нужно в этом мире, кроме тебя? It's because they're overwhelmed by how good it is to be with that person they love. Это происходит потому, что они переполнены ощущением того, как им хорошо с этим человеком. They're just so overwhelmed by it. Они переполнены этим I чувством. don't need anything else. Больше мне ничего не нужно. That's a great way to feel, isn't it? Прекрасное чувство, правда? It's not realistic. Оно нереально. It's not sober. Это не трезвое какое-то трезвый расчет. It's not a scientific description of life. Это не научное описание жизни. But it's a great place to be. Но это очень хорошее, это прекрасное состояние. I am so filled up by you that I don't need anything. Я так переполнен тобою, что мне ничего не нужно. You know, if you've been a follower of Jesus for a while, Если вы уже какое-то время следуете за Христом, sometimes the goodness of God is little more than a theory to you. то иногда благость Божья является для вас больше, чем теорией. Yes, I believe God is good. Да, конечно, я верю, что Бог благ. God is good all the time. Бог всегда благой, добрый. But when you face real life and the problems that you have day after day after day, Но сталкиваясь с повседневной жизнью, с проблемами повседневными, the goodness of God can often become little more than just a theory. при этом благость Божья должна быть для нас больше, чем теория. Not something you feel deep down inside of yourself, Не только то, что вы чувствуете где-то глубоко внутри, but something you say despite what's going on. но это нечто такое, о чем вы говорите, несмотря на обстоятельства. I don't know about you, Не знаю, как вы, but for me, но I cannot live with the goodness of God as a theory. мне недостаточно для жизни только теоретического понимания Божьей благости. I can go a little time, Ну, какое-то время я могу так протянуть, but I cannot go long но недолго. with the goodness of God being something I believe despite my experience. Если буду о Божьей благости только лишь размышлять или верить, как бы вопреки опыту повседневному. I need to see God at work in my life. Мне нужно видеть Божье действие в своей жизни, переживать. I need to recognize it. Мне нужно его признавать, And I осознавать. need for it to overwhelm me. И мне нужно, чтобы я был переполнен этим ощущением. Because then I am encouraged, Тогда это меня then вдохновляет. I'm lifted up,
тогда это меня Then I'm ободряет. given the strength to deal with the long list of problems I still have. Тогда это дает мне силы справляться с длинным списком проблем в моей жизни. Don't you feel that way sometimes? Не правда ли вам тоже знакомо такое чувство? Well, let me tell you, you don't have to wait to have those experiences. Но позвольте сказать вам, что долго не придется ждать до тех пор, когда вы столкнетесь с этими переживаниями. It's not like waiting for lightning to strike you. Не нужно ждать, пока молния ударит вас. You can make choices Можно принимать решения такие, сделать такой выбор, that will give you that sense that God actually loves you. Вы можете принять решение, которое принесет вам вот это ощущение, переживание того, что Бог действительно любит вас, And that He is in love with you. что Он влюблен в вас. And do you know how? Знаете, как этого достичь? It begins here, Начинается здесь, just like with the psalmist, так как у псалмопевца. with a heart that's ready to say, okay, Начинается с сердца, которое готово сказать: I ладно, see that, я вижу это, and I'll let myself get excited, и я позволю себе выразить восторг, and I'll start talking about it. восторгаться, и начну говорить об этом. And then it goes from the heart to the mouth, Потом это переходит от сердца к устам, and you tell God the story of what He has done. и вы рассказываете Богу историю о том, что Он сделал для вас. And if you will take the time to do that, И если вы уделите этому время, you will have more and more ability to say this. то у вас будет больше, ваша способность делать это будет расти все больше и больше. Those who fear the Lord lack nothing. И тогда вы сможете говорить: боящиеся Бога не нуждаются ни в чем. Lions may grow weak and hungry, Львы могут бедствовать и терпеть голод, but those who fear the Lord lack no good thing. но ищущие Господа не терпят нужды ни в каком God благе. has blessed me so much, Бог так благословил меня. I cannot imagine He could do more. Я даже не могу представить, чего бы мне еще нужно было Do you бы. want to feel that way once in a while? Хотите иногда чувствовать такое? Not every day, don't be silly. Не каждый день, это глупо ожидать But такого. wouldn't you like to feel that way once in a while? Но хотели бы вы чувствовать это время от времени? Now you know how. Теперь вы знаете как. Now, let's have Andre read these verses to us once again. Теперь пусть Андрей нам еще раз прочтет эти стихи. But verses 2 through 11. Со 2 по 11. But this time he's going to read them like he really means them. Но теперь он будет вкладывать в это, говорить это со всем чувством. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Аминь.